Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Водолей. Давайте посмотрим, что же Водолеев ожидает на следующей неделе, а именно неделе с 18 по 24 мая. Какие карты вам сегодня выпадут и что интересного произойдет у воздушных Водолеев. Соответственно, расклад у нас на двух колодах, как я обычно это делаю. Первая колода основная, вторая колода дополнительная для уточнений, дополнений, которые мы можем сделать, соответственно, по каждому дню недели. Карту достаю на каждый день, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем. И те комбинации, которые у нас выпадают, мы с вами вместе разбираем. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у Водолеев, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем. С 18 по 24 мая. Кто еще не подписался, кстати, напомню, подпишитесь, не забудьте, чтобы не пропустить в дальнейшем мои видео, если они вам нравятся или подходят. Также не стесняйтесь писать свои комментарии, оставлять лайки. Так я знаю, что видео вам понравилось, что оно вам полезным оказалось, да, и что не зря записано. Итак, Водолеи, давайте посмотрим. Первая карта у нас. Начинаем с понедельника. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первая карта, карта короля жезлов. Огненные стихии, может быть общение с огненным знаком зодиака. Обратите внимание, здесь могут быть какие-то, тут же восьмерка мечей выпадает, какие-то ситуации, где вы либо по восьмерке мечей сталкиваетесь с каким-то не то чтобы конфликтом, да, недопониманием с огненным знаком зодиака, это львы, овны, стрельцы, либо, так как король жезлов, это король жезлов, касающийся достижения целей, каких-то рабочих моментов, да, вот ваших амбиций, вот этой огненности, порывистости. Здесь могут быть переживания, что я не смогу какой-то решить рабочий вопрос. Или я столкнусь с какими-то трудностями, препятствиями на своем рабочем там пути, и у вас убеждение появляется, что ой, не смогу, не получится, не могу, эта работа не для меня, или что-то пойдет не так, или я не приду к тому результату, который хочу, моя борьба будет бесполезной, там, или да, вот как-то. Но сами себя накручиваете, сами себя пугаете, или кто-то вам говорит об этом, а вы верите. И вас это может очень сильно триггерить. Но дальше идет девятка мечей, которая тоже показывает, по сути, переживания, когда вы из-за чего-то волнуетесь, может быть, сомневаетесь, правильно ли я делаю, на правильном ли я рабочем месте, правильно ли поступаю там с окружающими людьми, может быть, вините себя за что-то, или вот много работаете ночью и плохо спите из-за этого. И тут же карта императрица. Переживания могут касаться от того, что нет в чем-то роста, нет в чем-то развития. И вы страдаете от того, что, возможно, по императрице не получается в чем-то вырасти. Или в плане карьеры не получается вырасти, как вам бы хотелось. Или возникают какие-то конфликты, там, не знаю, с такой женщиной, императрицей, это мама, жена, да, какие-то переживания из-за них могут быть, соответственно. Или если вы мама, может быть, из-за ваших детей какие-то переживания, тоже тревоги, волнения или сомнения, правильно ли я поступаю, какие-то переживания, или из-за беременности тоже могут быть какие-то переживания, то есть вот что-то с этим связано. Также эта карта Тельца, кстати, может быть что-то с Тельцом связано, как волнение, переживания, связанные с таким человеком, такого знака. Дальше правосудие, карта весов, возможно общение с человеком знака весы, либо желание справедливости, желание правосудия, желание равновесия какого-то в вашей жизни, и вы к этому правосудию идете и не теряете надежды, учитывая рыцаря Пентаклей, потому что вы верите в удачу, что справедливость на вашей стороне, да, и вы добьетесь в чем-то справедливости и ответственности от кого-то, но вот как бы приходится медленно к этому идти, неспешно, и вы не торопите события, не можете, по крайней мере, это сделать, возможно. Может быть, ожидание каких-то бумаг, ожидание каких-то контрактов, то есть как ожидание чего-то, что нужно подписать, или да, вот решить какой-то судебный вопрос, может быть, как ожидание, когда это произойдет. Карта дьявола, карта Козерога, может быть, общение с человеком знака Козерог, либо здесь ситуация, тут четверка жезлов также по карте Козерог у Водолеев, когда
Могут быть какие-то... Козерог — это в целом, знаете, как человек, который здесь сталкивается либо с какими-то, ну, страстями, да, то есть зависимостями или манипуляцией, возможно. То есть нужно быть осторожнее от манипуляций со стороны близких или детей, там, да, по 4 жезлов. Но и также здесь есть по карте Дьявол какое-то, знаете, как проявление, может быть, конфликтности в общении с близкими, то есть нужно быть осторожнее и вам, в частности, может что-то такое происходить. Дьявол, он сам по себе очень своеобразный, он хорош, если мы говорим о достижении какой-то краткосрочной цели, да, то есть если вы поставили цель касаемо там каких-то дел домашних, касаемых по 4 жезлов, чего-то вашего дома касающегося, допустим, или вы захотели переехать куда-то всей семьей там на другую квартиру, вот взяли, сорвались, нашли и переехали, то окей, тогда карта Дьявола, она здесь, да, как бы подходит в позитивном ключе, потому что хочу и сделаю, да, вот я хочу сейчас, я этого достигну. Но если мы говорим о том, что я хочу, там, чтобы кто-то что-то делал так, как я хочу, а там, допустим, родственник близкий, с кем вы живете, там, или ваш друг, или ваш коллега по работе, это не только семья, 4 жезлов, это ваш социум, это ваш социальный круг, этот человек с вами не согласен. И вы можете давить, оказывать давление, это может идти в конфронтации, соответственно, да, с этим человеком. Или на вас кто-то может оказывать давление, манипулировать вами, то в данном случае это может быть плохо. То есть коллеги могут манипулировать, пытаться как-то вами управлять, допустим, как марионеткой. И в данном случае это может быть плохо. Карта 2 кубков, карта 2 кубков вместе с картой Верховная Жрица выпадает. И вот она показывает, собственно, с Верховной Жрицей, да, показывает, что вы, возможно, что-то в тайне с кем-то, о чем-то в тайне договариваетесь. 2 кубков — это парные отношения, да, это может быть кто-то из ваших друзей или коллег по работе, или ваша вторая половинка, и вы что-то вместе тайно планируете, обсуждаете или не разглашаете какие-то ваши планы на будущее, потому что Верховная Жрица, она умеет молчать, она умеет терпеть, не выносить какие-то новости сразу же на всеобщее услышание, то есть какие-то тайные дела могут быть. Ну, не обязательно это что-то прям такое ужасное, да, это просто вот вы что-то держите в секрете, да, это ваша тайна, там, ваша какая-то информация. Да и в целом это еще и гармония. Верховная Жрица — это гармония, умение поступать мудро в отношениях с детьми, потому что это карта детская, тоже карта 2 кубков. Может быть речь о беременности ребенка, да, зачатии ребенка, то здесь может быть как тайна об этом пока что не говорить, даже если эта новость появляется. Дальше идет карта Короля Пентаклей. И вот Король Пентаклей такой материальный, земной, возможно, касается этот день как-то важно для вас земного знака зодиака, Девы, Тельцы, Козероги. И тут же карта Солнца, солнечная, да, такая позитивная карта процветания. Хорошо решаются какие-то материальные, финансовые вопросы, касающиеся там денег, покупок, вложения денег, вот всего этого. И в целом-то Король Пентаклей здесь разумные решения какие-то принимаете, потому что хорошая интуиция, хорошее чутье, касающееся финансов. И да, ощущение процветания, радости от того, что здесь происходит. И Иерофант, карта семьи, карта традиций, карта брака, может быть, каких-то вещей, касающихся там ваших традиций, того, как принято делать, как нужно делать в вашей семье. И здесь вместе с 4 кубков может быть ситуация, где вас приглашают на какой-то праздник, но там может быть пресыщение кубками. По 4 кубков она, допустим, второй тото называется лакшери, да? Пресыщение, чересчур много чего-то. Нужно себя оградить от излишеств каких-то. Также здесь может быть ситуация, где вам что-то предлагается, и вы можете получить хороший совет от кого-то из родственников, принять это предложение или нет, потому что вы можете как потерять какую-то возможность, если не поступите мудро, или не поступите разумно, или не получите какой-то хороший совет, рекомендацию от человека, которому доверяете. Ну, может быть и небольшая апатия из-за того, что здесь какие-то дела семейные могут вас немножечко удручать, подавлять. Возможно, по 4 кубков вы можете даже обижаться на кого-то здесь из близких за что-то, да, и немножечко замыкаться. Тоже как вариант. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака, для водолеев мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.